今度こそ全てを終わらせる。Мало кто будет спорить, что 2023 год был нереально насыщенным на хорошие релизы. Годнота выходила практически на любой вкус и жанр, включая и файтинги. Взять хотя бы Street Fighter 6, он считается многими одним из лучших файтингов современной истории. Ну и также Mortal Kombat 1, уже не такой великий, но как минимум достойный представитель жанра, хотя здесь уже мнения поклонников слегка разделились. Как бы то ни было, игра хорошая. Ну а 2024 же год прямо сходу в конце января подарит нам возвращение очередной легенды — Tekken. Это уже 8-я номерная часть, выходящая спустя 7 лет после предыдущей. Это если вести отсчет с года релиза на домашних платформах. На аркадных автоматах, напомню, игра выходила раньше на пару лет. Дорогие друзья, всем привет, вы на канале Платоси, и лично у меня Tekken занимает особое место в моем сердце. Я помню, диск Tekken 3 для первой PlayStation со временем просто перестал запускаться после сотен поединков с друзьями. Пришлось покупать новый. Ну а что касается новой игры, то 9 лет между выходом игр в любой серии довольно существенный срок, поэтому давайте разбираться, что изменилось за это время и чего вообще ждать. Итак, Tekken 8. Поехали. Несмотря на то, что Tekken в общем-то никогда не была игрой про сюжет, сюжетная кампания там почти всегда присутствовала, не исключение 8-я часть. Главной темой его визуальной составляющей и общего настроения стало противостояние Кадзуи Мисимы и Джина Кадзамы, отца и сына. Оба персонажа, согласно сюжету серии, обладают геном дьявола, наделяющим их сверхчеловеческой силой, однако отношение героев к своим способностям разное. Если Кадзуя поддался искушению и полностью отдался темной стороне, став при этом жестоким и безжалостным, то Джин, наоборот, всячески пытался обуздать свои силы, считая их своим проклятием. Как следствие, разработчики решили сфокусировать игру не только на семейной вражде, но и на раскрытии внутреннего противостояния самого Джина, борющегося со своей злой частью личности и постепенно принимающего ее. Помимо сюжета, это противостояние также отражено и в арт-направлении Tekken 8 с помощью разорванных цепей и перьев в логотипах и на артах. Японцы любят символизм совершенно точно. Согласно комментариям разработчиков, разорванные цепи символизируют избавление Джина от оков дьявольского гена, сковывавшего его на протяжении серии, и принятие им своей темной стороны. Слоган игры Fist Meets Fate также символизирует борьбу Джина со своей судьбой. Ну а если ближе к самой сюжетной кампании, то стартует она, собственно, после финала 7-й части, когда Кадзуя наконец-то убил своего отца Хихачи и при отсутствии сдерживающей силы начал сеять смерть и разрушение по всему миру. В противовес Кадзуи уже его собственный сын Джин, а также другие сыновья Хихачи всеми силами стараются его победить. Одновременно с этим, после долгих лет отсутствия, возвращается мать Джина, Джун Кадзама, до этого считавшаяся пропавшей без вести. Добавьте в эту кучу и других персонажей со своими амбициями и обидами, и вот вам повод для того, чтобы эпично покричать и помахать руками и ногами. Ну а еще Кадзуя объявил, кстати, начало нового турнира Железного Кулака, где лучшие бойцы со всего мира могут попробовать его остановить. Если вам кажется, что звучит это слегка бредово, то вам не кажется. Да простят меня любители сюжета Tekken, но сюжетный режим всегда был приставкой к основной игре. Такой по-милому кринжовый, дурацкий, анимешный до одури, по большому счету существовавший лишь для того, чтобы хоть как-то раскрыть характеры и происхождение героев игры, придав им толику мотивации в вечном родобое. Street Fighter 6 довольно успешно пошел по пути полуоткрытого мира, отказавшись от какой-либо серьезности. У Mortal Kombat все лучше стал получаться сюжет в духе боевиков прошлых лет. Ну а Tekken остался Теккеном. Уже на первых минутах Джин задорно едет на мотоцикле по зданию, спустя 2 минуты будет уничтожен целый квартал, а еще через минуту ребята стреляют друг в друга лазерами из глаз. И все это на серьезных щах с драмой и слезами. Ну, такой вот он типичный Tekken. Если вы новый игрок в серии и вам безразлична вся эта семейная драма, то рекомендую просто наслаждаться визуалом и особо не заморачиваться. Ну а что касается графики, то выглядит Tekken просто фантастически. Переходы из кат-сцены в геймплей практически незаметно. На экране творится такой эпик, постановка и боевая хореография, что моментально забываешь, ради чего, собственно, ребята все это затеяли.
Разработка Tekken 8 началась на движке Unreal Engine 4, который команда использовала при создании седьмой части серии. После выхода Unreal Engine 5 разработчики решили отказаться от предыдущей версии и перейти на новую. Продюсер серии Кацухира Харада признавался, что с точки зрения разработки игры они могли воплотить все то же самое и с помощью прошлого движка, однако новый существенно упрощал рабочий процесс, улучшал графику и такую важную для файтинга вещь, как время отклика, и поэтому выбор был сделан в пользу нового Unreal Engine. Ну а для лучшей оптимизации команда активно консультировалась с компанией Epic. Это уже заметно по многочисленным обзорам производительности. Во время боя в игре престабильнейшие 60 кадров в секунду, что для файтинга, понятно, критично важно. Частота кадров позволяет себе упасть лишь в сюжетных роликах на движке в особо насыщенных моментах. Невооруженным глазом заметно, что большой акцент сделан на обновленной графике. Каждый аспект визуала заметно прокачался. Команда разработчиков тщательно проработала боевые арены в плане динамики и окружения. Большое внимание было уделено дополнительным эффектам вроде погодных условий и фоновых активностей на заднем плане, которые отражаются и на персонажах. Теперь при падении на землю пачкается одежда, а на аренах, где есть дождь, например, капли воды стекают по телу, ну и так далее. Многие подумают, что это мелочи, но они же приятные. Большинство арен имеют несколько версий для каждого времени суток. Понятно, что с разным освещением и деталями. Создатели отметили, что подобное решение было легко реализовать с помощью Unreal Engine 5, в то время как на четвертой версии движка ресурсов и времени на это ушло бы больше. Помимо этого, модели бойцов были собраны с нуля, в том числе структура костей игровых моделей, из-за которой ранее некоторые анимации и движения выглядели неестественно. По словам продюсера, на это ушло много времени и бюджета. Однако ключевые особенности пятого Unreal типа Lumen и Nanite не были включены в игре. Что отчасти грустно, но понять почему можно, учитывая фокус разработчиков на производительности и отзывчивости геймплея. Как бы то ни было, игра выглядит потрясающе, сохраняя свой стиль из предыдущих игр, одновременно повышая масштаб в эффектах, проработке персонажей и арен. На первый взгляд кажется, что разница с седьмой частью невелика. Однако в сравнении все становится на свои места. И стоит отметить, что input lag стал гораздо меньше по сравнению с седьмой частью и составляет всего лишь 3,5 миллисекунды. У предыдущих файтингов на Unreal Engine всегда с этим были проблемы. Не только с Tekken'ом, к слову говоря, так что приятно видеть прогресс и в этом аспекте. Существенно был улучшен сетевой код и input lag в сети, а также загрузка уровней, что тоже не может не радовать. С болью вспоминаем поиск игроков в Tekken 7 и почти минутное ожидание начала боя после выбора персонажа. Однако новые возможности накладывают определенные ограничения, и игру мы увидим только на текущем поколении консолей и ПК, минуя предыдущее поколение. Давайте поговорим об изменениях в геймплее. В процессе разработки авторы пытались найти баланс между сохранением полюбившихся игрокам элементов игры и добавлением совершенно новых. Как отмечал Харада в интервью IGN, если мы недостаточно изменим игру, тогда люди будут говорить, что да ладно, это не абсолютно новая игра, это Tekken 7 новый сезон или версия 7.5, что-то типа того. А если же мы изменим ее слишком сильно, то можем убрать некоторые из элементов франшизы, которыми люди наслаждались. Попытки удовлетворить желания как можно большего количества пользователей продюсер серии назвал очень сложной задачей, отметив, что иногда игроки сами не знают, чего они ждут и хотят, и по большей части просто реагируют положительно или отрицательно на те или иные элементы уже выпущенной игры. Тем не менее, сбор данных по обратной связи Харада назвал очень важной составляющей разработки, хотя отметил, что гораздо важнее определить, в каком направлении вести разработку на основе полученных данных. Так что же изменилось в неизменной, казалось бы, формуле? Итак, чтобы промотивировать игроков предпринимать больше попыток нападения, нежели обороняться и выжидать удачного момента для атаки, была создана система HIT. По словам разработчиков, система была вдохновлена поведением профессиональных игроков в Tekken во время киберспортивных турниров. Большая часть из них использовала оборонительную тактику и редко шла в открытое нападение, боясь подставиться под удар противника. Кацухира Харада добавил, что с этой системой они надеются сделать Tekken 8 интереснее как с точки зрения игры самому, так и с точки зрения наблюдения за теми же турнирами. После активации режима боец подсвечивается синей аурой. Активация позволит игроку получить некоторые преимущества. Во-первых, это специфические удары, недоступные вне этого режима. А во-вторых, это возможность отнимать у противника ограниченное количество здоровья, даже если атака игрока попала в блок. Урон от таких атак можно будет восстановить только с помощью шкалы Recovery.
о которой поговорим немножко позже. Игрок может перейти в этот режим только один раз за раунд, а время его использования ограничено 10 секундами. Количество оставшегося времени показано на таймере, который отображается под шкалой здоровья бойца. Если, находясь в этом режиме, нанести удар, который попадет по противнику либо в блок, то таймер останавливается на 1 секунду. Таким образом, чем чаще игрок атакует, тем дольше находится в усиленном состоянии. Вернулись также системы Rage и Rage Art, присутствовавшие и в 7-й части. В Tekken 8 была добавлена механика из серии спин-оффов Tag Tournament — шкала Recovery. Игроку дается возможность восстановить часть урона, полученного во время блокирования определенных атак противника, или во время комбо в воздухе. В отличие от игр Tag Tournament, шкала Recovery заполняется не с течением времени, а при выполнении атак, попадающих по противнику, как в блоке, так и с уроном. Подобная система была также в Bloodborne, мотивировавшая игроков к более агрессивному бою. На этих системах завязано огромное количество механик, контрударов и так далее. Рассказывать о всех нюансах в рамках этого видео абсолютно бессмысленно, иначе хронометраж вырастет еще на 20 минут. Если вам интересен именно этот аспект, то на эту тему есть множество видео на YouTube. А мы двинемся дальше. В Tekken 8 реализованы два типа управления. Классический аркадный, как в предыдущих играх серии, и новый, названный специальным стилем. Последний похож на упрощенное управление из режима истории Tekken 7, где игроку давалась возможность выполнять комбо нажатием одной кнопки. Эта система управления создана специально для казуальных игроков. При включении специальной системы управления рядом со стороны персонажа игрока появится маленькая табличка с подсказками, какие комбинации кнопок можно использовать для упрощенного выполнения комбо или усиленных атак. Харада признался, что впервые подобные механики, упрощающие игру для новичков, разработчики ввели в Tekken 6 и с тех пор получили негативную реакцию от части пользователей, считавших, что файтинги не должны содержать подобных механик, упрощающих игру, а победа должна достигаться исключительно за счет мастерства игрока. После появления системы Rage Art в Tekken 7 большая часть игроков осталась довольна нововведением. Понятно, что не все любят такие казуальные фишки, однако согласитесь, что если у тебя высокий скилл и ты реально умеешь играть, никакие упрощения не помогут нубам тебя победить. А с другой стороны, новички будут получать удовольствие от баттон-мэшинга, видя на экране эффектные удары и комбо. Все счастливы и все отлично, я считаю. Если у вас, как и у меня, от всех этих систем и механик идет кругом голова, и вы боитесь не разобраться в том, что игра предлагает, не пугайтесь, все продумано. Следующим офлайн режимом после сюжетного будет аркадный режим, где вы создаете аватар в духе Xbox Live и участвуете в турнире по Tekken со своей сюжеткой и, что самое главное, с подробным обучением в игровой форме. Все эти непонятные на первый взгляд механики будут подробно изучены и опробованы. Довольно элегантное решение, на мой взгляд. От сюжетки мы получим заряд потрясающего визуала и эпика, а далее будем проходить довольно интересный аркадный режим, где все покажут, расскажут о механиках и внутреннем ядре игры. А после этого можно уже заглянуть в тренировочный режим. Пару слов о нем. Это лучший тренировочный режим, который я когда-либо видел. Ты можешь настроить буквально любой аспект. Поведение противника во всех деталях. Удобно просмотреть и отточить любое комбо и удар. Плюс сама игра может тебе подсказать, как продолжить, например, начало комбо или где выгоднее сделать паниш после блокирования. Фантастика, просто недооценивать этот режим точно не стоит. Вернулся, к слову, режим Tekken Ball. Довольно специфическое развлечение, но приятно, что есть. Кто знает, тот знает. Также режим, важность которого нельзя недооценивать, это бой с призраком. В 2 словах. Ты сражаешься со своим двойником, а он с помощью искусственного интеллекта начинает тебя со временем копировать. Все твои тактики и удары, финты, комбо, и так далее. Это просто потрясающая функция. Твой призрак будет учиться с каждым поединком в игре, будь то сетевые или офлайн матчи. И для каждого персонажа призраки формируются отдельно. То есть ты можешь загрузить призрак твоего друга, например, который раз за разом надирает тебе задницу, и потренироваться на нем. Или скачать призрак разработчика игры, или какого-нибудь рейтингового игрока из турниров и проверить свои силы. На мой взгляд, это фантастическое решение, с помощью которого можно существенно повысить свой скилл. Основную массу времени вы, конечно, проведете за офлайн сражениями со своими друзьями или в онлайн-лобби. Персонажей будет 32 штуки, включая совершенно новых. Одного из них, Виктора, озвучил, к слову, небезызвестный Венсан Кассель. Я очень надеюсь на качественный сетевой код, как они и обещали. Как и в предыдущей игре, с кастомизацией будет полный порядок. По 4 личных костюма для каждого персонажа, а также огромное количество всяких штанишек, ботиночек и аксессуаров общих для всех.
Понятно, что их нужно будет открывать за внутриигровую валюту, но я проблем в этом не вижу, честно говоря. Валюта раздается за все, что только можно, а накопить монетки и потом купить курточку лично мне нравится. Ну, а что касается музыки, то, понятно, будет огромное количество новых динамических треков. Но также можно будет кастомизировать и использовать в игре уже полюбившуюся музыку из предыдущих частей серии. Это было и ранее, но в этот раз плееру улучшили, чтобы не было проблем с динамическим переключением треков на разных этапах боя. После того, как я пробовал демку, если и были какие-то сомнения в игре, то они разом улетучились. Игра выглядит отлично, ощущается как естественная эволюция с сохранением и приумножением того, за что Tekken так любит. Лично я в предвкушении жду 26 января, когда игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Ну а на этом у меня все на сегодня. Спасибо огромное, что смотрели. Если вам понравилось, то не жалейте комментариев и лайков, мне будет безумно приятно, а также это поможет развитию канала. Увидимся в следующем видео. Пока!